В одном из прошлых выпусков я рассказывал о том, что над нашей с вами памятью постоянно проводятся всевозможные манипуляции. Уничтожая или фальсифицируя те же фотографии или картины, можно стереть из нашей памяти, например, человека или какое-то событие. Ну а что, если провернуть этот трюк с целым городом? Сегодня в выпуске. Насколько сильно имперские амбиции изменили облик Москвы, Парижа и Рима? Как подавить народные волнения, перестроив улицы? Почему передвижка домов была настоящим соревнованием? И как вообще идея сделать страну великой вновь приводит к реконструкции города, где история становится лишь удобным инструментом в руках диктаторов? Прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик. Это действительно очень важно для развития канала. Также буду рад вашим комментариям и лайку, если видео вам понравится. Улицы — это вообще одна из излюбленных тем русскоязычного YouTube. Кто у нас только не рассказывает про урбанистику. Поэтому я не буду выдаваться в вопросы из серии «Когда появились улицы?», «Как они формировались?», «Какие бывают типы?» и тому подобное. Мы сразу пропустим несколько тысяч лет и переместимся во вторую половину 19 века, когда произошло, наверное, самое знаковое для истории улиц событие – османизация Парижа. Если вы не знакомы с этим термином, не волнуйтесь. Османизация Парижа – это вовсе не наплыв мигрантов из Турции. Это название связано с именем барона Османа, известного французского государственного деятеля XIX века. Еще с первой половины XVIII века назрела острая необходимость переделать Париж под нужды новой промышленной эры. Население города росло как на дрожжах, а старые узкие улочки не были приспособлены под активное дорожное движение. Нужны были новые площади под фабрики, плитку там везде положить, благоустройство привести, в общем, все как обычно. К тому же были проблемы с гигиеной и постоянной угрозой всевозможных эпидемий, что, собственно, и случилось в 1832 году, когда холера унесла жизни почти 20 тысяч парижан. Это была последняя капля, и за модернизацию Парижа взялся граф де Рамбюто. Но то одно, то другое, и в итоге дальше планов дело так и не пошло. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь спустя 20 лет, уже при Наполеоне III. В 1853 году он назначает того самого барона Османа префектом департамента Сена и поручает ему разработку нового генплана Парижа. Сносятся старые кварталы, прокладываются прямые улицы и проспекты, разбиваются сады и тому подобное. Как писал Луи Лазар, современник этих событий, за период с 54 по 70-е годы исчезло 57 улиц и переулков, было снесено 2227 домов и более 25 тысяч жителей, преимущественно бедняков, были вынуждены переселиться на окраины. Да, это была грандиозная перестройка города, и, конечно же, в каком-то смысле она пошла ему на пользу. Но есть тут и свои нюансы. Как верно отметил Лазар, реконструкция привела к резкому разделению населения Парижа на богатых и бедных, которых попросту вытеснили в пригороды Парижа. По словам Жюля Ферри, город превратился в триумф вульгарности и ужасающего материализма. Старый парижский корабль, речь идет об острове Сите, был торпедирован бароном Османом и потоплен во время его правления. Его работа нанесла ущерб больше, чем сотня бомбардировок, писал позже Рене Вильфоссе. Разве ради такого будущего парижане устроили революцию всего каких-то 60 лет назад? Где же все эти либерте, эгалите и фратерните? И для ответа на этот вопрос надо еще немного глубже погрузиться в исторический контекст. Да. Великая французская революция 1789 года привела к свержению монархии и старых порядков. Но, как показывает опыт истории, на волне революции к власти зачастую приходят диктаторы. И таким узурпатором стал Наполеон Бонапарт, который уже в 1804 году провозгласил себя императором. А после его отречения началась вообще полнейшая неразбериха. Постоянная смена власти, реставрация короны, восстания и еще несколько революций, пока, наконец, в 1848 году не была провозглашена Вторая Французская Республика. Ко всеобщей радости вновь была учреждена Конституция и проведены президентские выборы, на которых, подобно Дональду Трампу с его популистской программой и опорой на рабочий класс, выиграл Луи Наполеон, племянник Бонапарта. Вступая в должность президента, он торжественно поклялся быть верным республике и охранять ее законы.
Вскоре в одном из своих обращений он вдруг заявляет: «Говорят, что империя ведет за собой войну. Нет, империя – это мир». Ничего не напоминает? В целях обеспечения безопасности и большей стабильности республика будет реорганизована нами в первую галактическую империю! 12 декабря 1851 года под предлогом нависшей угрозы и необходимости спасать страну Луи Наполеон совершает государственный переворот и провозглашает себя императором Наполеоном III. И теперь вся эта османизация Парижа видится уже несколько в ином ключе, да? При всех положительных эффектах для города, в первую очередь, это была реализация имперских амбиций узурпатора. «Париж изрезан ударами сабли», пишет Эмиль Золя, и эта аллегория у него неспроста. Русский писатель Дмитрий Григорович в своих воспоминаниях приходит к тому же выводу. Что Наполеон так усердствует в перестройке Парижа – дело понятное. Ясно, к чему ведут все эти широкие прямые улицы, перерезающие город по всем направлениям и замкнутые по концам казармами, с такими окнами, что страх берет идти мимо. Так и ждешь, что высунется оттуда пушка и начнет стрелять картечью. Новый генплан Парижа во многом был нацелен вовсе не на улучшение городской атмосферы, а на ее подавление. Как и любой узурпатор, Наполеон III, конечно же, боялся за свою власть и всеми силами пытался пресечь любые попытки народного волеизъявления. В своих мемуарах Осман вовсе не скрывал, что его целью было потрошение старого Парижа, его кварталов беспорядков и баррикад. По сути, город был превращен в паноптикум. Нет ни закоулков, ни узких улочек, все легко просматривается и контролируется. Не город, а мечта для насмотрщика. Это понимали и многие из современников. По Франции ходили многочисленные анекдоты про императора, и ему придумывали нелицеприятные прозвища. А Поль Адоль вообще издал целый сборник карикатур «Le Ménagerie Impériale» – имперский зверинец. Наполеон там изображался как гриф, вонзивший когти в окровавленное тело Франции. А его приспешник барон Осман, конечно же, предстал в образе неутомимого бобра со шпателем в лапках. В общем, и смех, и слезы, как говорится. Если захотите посмотреть остальные карикатуры, то ссылку на сборник оставлю в описании к этому видео. Да, новая планировка значительно повысила экономическую эффективность города и сделала его привлекательным для бизнеса. К 1900 годам население Парижа выросло уже более чем в 3 раза, почти до 3 миллионов человек. А вместе с тем изменился и облик городского жителя. Появилось понятие «фланер», то есть человек, который наслаждается прогулкой по городским улицам. Не митингует, не устраивает стачки или забастовки, а именно, что мирно и покорно прогуливается. В конечном счете, именно этого и добивался Наполеон III. И впоследствии опыт Парижа позаимствуют многие другие города по всему миру. Одним из них будет вечный город Рим. Название «Вечный город» закрепилось за Римом еще в I веке до нашей эры с подачи римского поэта Альбия Тибула. И это определение дошло до наших дней, во многом не потеряв своей актуальности. Все едут в Рим, чтобы соприкоснуться с вечностью, с его многовековой историей и посетить культовые достопримечательности. Например, вот это величественное здание на площади Венеции, которое носит гордое имя Витториано. Прекрасно сохранившийся памятник античности, как многие, наверное, могли бы подумать. Но нет, это здание конца 19 века. Витториано с площади Венеции располагается вот здесь, на склоне Капитолийского холма. И если вы, так же как и я, недоумеваете, как так вышло, что в самой колыбели Древнего Рима, где еще в античности проходили собрания Сената, вдруг оказалось здание 19 века, то тут все в целом укладывается в ту же схему. К началу 19 века Италия не была единым государством. На этой территории было множество отдельных королевств и независимых областей. Но с 30-х годов здесь, так же как и во Франции, происходит череда революций и национально-освободительных войн, которые были частью движения Risorgimento, то есть Возрождения. Там было очень много событий, но нам важно лишь то, что к 70-м годам все итальянские земли в итоге были объединены, и 2 июля 1871 года король Виктор Эммануил II, подобно древнеримским императорам, торжественно въезжает в Рим. Это событие стало новой главой в истории Италии как самостоятельного и независимого государства. И победа Risorgimento, конечно же, должна была коснуться и новой столицы королевства, то есть Рима.
В 1880 году был объявлен конкурс на создание монументального комплекса, символа новой возрожденной Италии. В итоге был выбран проект молодого итальянского архитектора Джузеппе Саккони, то самое Витериано, названное в честь короля Виктора Эммануила II. Это многоуровневое сооружение в стиле неоклассицизма, конечно же, было самым большим и дорогим проектом своего времени. А как же иначе? Это же символ величия Нового Рима. Именно поэтому местом для строительства и был выбран Капитолийский холм. То есть мы не просто наследуем великую античную традицию, но как бы делаем версию 2.0. Но чтобы построить что-то новое, сначала, как водится, надо сломать что-то старое. Поэтому под эту махину снесли целый средневековый квартал, разрушили башню Павла III 15 века, арку Сан-Марко, часть монастыря Арачели и множество более мелких построек. Эта концепция Рима 2.0 спустя 40 лет была с энтузиазмом подхвачена другим, довольно известным диктатором – Дучче Бенито Муссолини. После его прихода к власти в 1922 году именно площадь Венеции была выбрана центром распространения фашизма. Именно здесь, в здании напротив Витериано, диктатор толкал свои пламенные речи о том, что сделает Италию великой вновь. В основе фашизма, конечно же, были все эти реваншистские, а потому и очень популярные в народе идеи о возвращении былого величия. Муссолини говорил о возвращении чуть ли не золотого века Римской империи, когда территория государства простиралась на большую часть Европы, Малую Азию и Северную Африку. В рамках пропаганды на стене базилики Массенция даже повесили вот такие монументальные карты, где было показано великое прошлое, а следовательно и великое будущее Италии. Но как наглядно продемонстрировать свою якобы преемственность древнеримским императорам? Да, Муссолини активно использовал всевозможную античную символику и тому подобное, но нужно было что-то помасштабнее. И решение было настолько же изящным, насколько и ужасным. Если символ Рима 2.0 это Витериано, то символ Древнего Рима это, конечно же, Колизей. Муссолини просто прочертил красным карандашом прямую линию от Витериано до Колизея и приказал снести все, что стоит на этом пути, на пути к возвращению былого величия. Отныне здесь будет Via degli Impero, улица Империи, сегодня известная как Via dei Fori Imperiali, то есть улица имперских форумов. Строительство, которое началось в 1924 году, предполагало систематическое уничтожение жилых кварталов на территории площадью более 30 тысяч квадратных метров. Сотни семей лишились крова, были уничтожены многочисленные памятники архитектуры и истории. При этом Дуччи не просто инспектировал стройку, а самолично размахивал кайлом на руинах древнего города, ну или по крайней мере делал вид. И спустя 8 лет, 9 апреля 1932 года, состоялось официальное открытие. Муссолини во главе военного парада торжественно проехал на коне от Витериано до Колизея. Конечно, кто-то может сказать, что новая улица вроде как улучшила транспортную инфраструктуру города, а многие туристы и вовсе рады тому, что теперь появился хороший обзор на Колизей. Но для Муссолини Via degli Impero была прежде всего удовлетворением имперских амбиций. Это была его личная гордость, чем он и поспешил похвастаться перед Гитлером, когда тот в 1937 году приехал в Рим. Есть байка, что во время этого парада солдаты проходили по улице Империи до Колизея, где переодевались в другую форму и шли обратно, создавая впечатление бесконечной мощи фашистского режима. Да, подобно шимпанзе, которые демонстрируют друг другу половые органы, диктаторы обожают устраивать военные парады. Но самое забавное, хотя это слово тут не очень подходит, что в своих попытках натянуть сову на глобус и как бы приобщить себя к древнеримским императорам, Муссолини в действительности совершенно не заботила реальная история. Во время стройки было уничтожено не только множество средневековых памятников и зданий эпохи Возрождения, но также было выброшено на помойку невероятное количество артефактов того самого древнеримского времени, то самое великое наследие, о котором он так пламенно вещал с трибуны. Впоследствии мы еще не раз столкнемся, да что уж там, сталкиваемся и в наши дни, с этим варварским отношением к истории, которое оказывается лишь идеологическим инструментом в руках узурпаторов власти. История для них – это плацдарм для мифотворчества, для создания удобных идей о великом прошлом, о каком-то наследии, об избранности или об особом пути. Все эти концепции служили и служат для оправдания реваншистской и экспансионистской политики.
В последнее время в инфополе все чаще появляется эта звучная формула «Москва – Третий Рим». К ней обращаются, чтобы подчеркнуть роль России в мировой истории, ее особую миссию и уникальный статус. Опять же, ничего нового. Ровно так же эта концепция пропагандировалась и в начале 20 века. Когда 12 марта 1918 года столица была перенесена из Петрограда обратно в Москву, то сразу же был поднят вопрос о реконструкции города. Однако в 20-е годы риторика была несколько иная. Ее, вернее, было бы назвать «Москва – Четвертый Рим». Первые проекты перестройки Москвы были обращены не столько к великому прошлому, сколько в духе конструктивизма и авангарда были устремлены в будущее. Как, например, проект Бориса Сакулина «Город будущего» или «Щусевская новая Москва». И эти ранние проекты с большим трепетом относились к сохранению исторического центра. Тоже Щусев вообще предлагал вынести административный центр из Кремля на Петербургское, то есть нынешнее Ленинградское шоссе. Но с усилением власти Сталина общее видение постепенно начало смещаться в сторону имперских амбиций. В 1925 году Щусева отстранили от разработки нового генплана столицы, а на его место поставили Шестакова с его проектом «Большая Москва». Но в скором времени и он попал в немилость и уже в 1929 году был репрессирован. За разработку взялись проектные мастерские Моссовета, и тогда же Сталин вспомнил идею, предложенную Кировым еще в 1922 году. Нас характеризует тем, что мы с быстротою молнии стираем с лица земли дворцы банкиров, помещиков и царей. Это верно. Воздвигнем же на месте их новый дворец рабочих и трудящихся крестьян. Да-да, речь идет о Дворце Советов. Вообще, это прям тема для отдельного выпуска, поэтому сейчас просто напомню, что в качестве площадки для постройки этой новой городской доминанты было выбрано место, где стоял храм Христа Спасителя. И уже 5 декабря 1931 года храм был взорван, что стало началом конца Старой Москвы. Возок несется через ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, балконы, львы на воротах и стая галок на крестах. Так в Евгении Онегине Пушкин описывает Тверскую улицу. Монастыри, дворцы, еще и галки на крестах. Это никак не укладывалось в концепцию нового советского города. Да и само название для центральной магистрали столицы так себе. В 1932 году Тверскую переименовывают в улицу Горького в честь того самого писателя, а в 1935 году уже был подготовлен генеральный план реконструкции Москвы, где так же, как это было в Риме, под снос шло все то, что оказалось на пути красной линии. Как с гордостью пишут в предисловии книги «Москва реконструируется» 1938 года, расширилась центральная магистраль столицы улицы Горького от Охотного ряда до Советской площади. Как бы я ни относился ко всему этому, но сама по себе книга потрясающая. И неудивительно, ведь над ней работали Родченко и Степанова. Оцифрованную версию в высоком качестве обязательно посмотрите на сайте Электронекрасовки. Ссылку оставлю в описании. Вот схема пробивки и реконструкции старых магистралей. А вот и сама улица Горького. Новые красные линии прошли через плотную историческую застройку, основную массу которой было решено разрушить. Таким образом, улицу с 18 метров расширяли аж до 60. И первыми под снос, конечно же, пошли церкви и монастыри, как та же церковь Василия Великого или Страстной монастырь, построенный еще в 17 веке. И по идее, эта участь ждала и подворье Савино-Сторожевского монастыря. Вот это здание в неорусском стиле на фотографиях начала прошлого века. Оно располагалось вот тут, прямо на красной линии по четной стороне улицы. К 1935 году подворье уже давно было передано в жилой фонд и находилось в очереди на снос. Но по легенде, один из приближенных Сталина почему-то захотел его сохранить и придумал хитрый план. Он рассказал вождю, что вот совсем недавно, а если точнее, то в 1930 году в Индианаполисе, США, передвинули самое тяжелое на тот момент здание телефонной станции весом более 10 тысяч тонн. При этом станция продолжала функционировать, и все сотрудники были на рабочих местах. Это был настоящий вызов. Конечно же, Советы не могли ни в чем уступить прогнившему Западу. Как писала в своем сатирическом стихе Агния Барто: «Захотим и в море синем, в синем небе поплывем. Захотим и дом подвинем, если нам мешает дом».
Савинское подворье весило аж в 2 раза больше телефонной станции – 23 тысячи тонн. Как говорится, вызов принят. И ночью 4 марта 1938 года, пока жильцы спокойно спали, дом передвинули вглубь квартала на целых 50 метров. Вообще круто, конечно, хоть и жутковато. Да, передвижка прошла успешно, но ведь все могло закончиться катастрофой, и жильцы были бы похоронены под обломками здания. Но чего стоит человеческая жизнь по сравнению с великой целью и амбициями вождя? В общем, вот так тщеславие спасло памятник архитектуры, и сегодня вы можете им полюбоваться во внутреннем дворе дома 6 по Тверской улице. Похожая история произошла и с дворцом генерал-губернатора, теперь это здание мэрии Москвы. Его тоже решили передвинуть, но чтобы снова переплюнуть Штаты, на этот раз придумали поставить рекорд скорости. Эту махину передвинули 16 сентября 1939 года, всего за 41 минуту. И опять же, несмотря на протесты и опасения обрушения здания, все работники Моссовета в приказном порядке должны были оставаться на своих рабочих местах. Передвижка домов стала своеобразной национальной идеей и мощным средством в пропаганде советского режима. В 1938 году даже вышел фильм «Новая Москва» Александра Медведкина с вот такой, на первый взгляд, забавной зарисовкой из «Новой жизни москвичей». Батюшки, что там такое? Батюшки, куда же это Москва-то уезжает? А ты куда же это наш город едет? В общем, не такое уж и недвижимое было советское недвижимое имущество. Ведь теперь твой адрес не дом и не улица, твой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. И в этом Советском Союзе здания и улицы не имели исторической ценности сами по себе. Как и сама история, они были лишь удобным инструментом в идеологической пропаганде, а все остальное просто сносилось, вымарывалось из памяти. А вот и сестричкин дом. Батюшки! По итогу Тверская улица из пушкинского Евгения Онегина превратилась в улицу Горького из стихотворения Сафронова «Здравствуй, столица». Утро ведет нас дорогой прямой, улицей светлой, просторной и новой, к центру кипящему, бурлящему волной, к вздыбленным коням на площадь Свердлова. Прямая и просторная – самое то для проведения парадов и согласованных демонстраций. Столица изменилась до неузнаваемости. И это касается не только улицы Горького. Новый генплан прошелся по всему городу. Но на наше с вами счастье до конца он так реализован и не был. Ведь, как вы помните, у выражения «Москва – Третий Рим» есть продолжение, а четвертому не бывать. Иначе Москва выглядела бы вот так. А теперь посмотрите, товарищи, что сделают большевики с Москвой завтра. Новые проспекты, прекрасные улицы, изумительные здания превратят нашу Москву в город сказочной красоты. Да, ура, ура, ура! Напишите в комментариях, хотели бы вы жить в таком городе сказочной красоты. Конечно, как и в случае с Парижем и Римом, новый генплан улучшил городскую инфраструктуру и все такое. Многие даже могут сказать, что Москва преобразилась, похорошела, да и сталинская архитектура впечатляет и по сей день. Но лично мне все же больше нравится шкериться по старым московским улочкам, чем маршировать по большевистским проспектам. Так же как все по-прежнему едут в Рим, чтобы посмотреть на Колизей, а не прогуляться по построенному Муссолини кварталу Всемирной выставки. Он, конечно, по-своему красивый, а дворец итальянской цивилизации вообще шедевр архитектуры. Но в нем нет истории, одна лишь идеология и удовлетворение имперских амбиций. Даже безобидное, на первый взгляд, переименование улицы – это управление нашей памятью, которое формирует облик городского жителя, создает новые ценности и смыслы. И выпрямление улиц, о которых мы сегодня говорили, это, по сути, пример исторического негационизма, когда в угоду собственным интересам создается новая, исправленная история. Удобная, прямолинейная, а главное контролируемая история, которая, как и эти улицы, служит конкретным целям и является мощным идеологическим инструментом. Так что, выходя на улицу, смотрите по сторонам и помните, что перед вами один из самых важных и наглядных исторических источников. Ну и не забывайте подписываться на канал. С вами был Фил и канал Feel It. Всем пока!